Всем привет! Вы на канале Вяжем Просто. Меня зовут Ирина. Сегодня я хочу вам рассказать об интересном способе набора большого количества петель. Это мой любимый способ. Иногда нужно набрать большое количество петель, и не всегда получается правильно рассчитать длину нити, которую нужно оставить. Обидно, когда приходится распускать и набирать заново. Способ, который я вам предлагаю, очень удобен. Петли набираются классическим способом, но от клубка, вернее от двух клубков. Значит, берем две нити, вот берем два клубочка и две нити, складываем их вместе. Если вы вяжете, допустим, от одной бобины, то тогда одну нить вы берете из середины бобины, а вторую берете снаружи. Значит, вот, берете две ниточки, берете спицы, значит, нить закладываете на указательный палец и обводите вокруг большого пальца, как при классическом способе. Хвостик оставляете короткий. Спицы вводим в петлю на большом пальце, захватываем нить на указательном и вводим в петлю, которая на большом пальце. Затягиваем. Так, вот у нас получилась первая петля. Дальше мы вот эти вот две ниточки, одну одеваем на указательный палец, а вторую одеваем на большой палец. Вот таким вот образом. И начинаем набирать петли классическим способом. То есть вводим спицы в петлю на большом пальце, захватываем нить на указательном и протягиваем через петлю на большом пальце. Сбрасываем, затягиваем. Дальше. Как при классическом способе. Набираем нужное нам количество петель. Таким способом можно набрать количество петель до бесконечности. Так, набираем. Так, ну, допустим, мы набрали нужное нам количество петель. Одну спицу вытягиваем и начинаем вязать одной ниточкой. Кромочную мы снимаем. Дальше вяжем нужный нам узор. Итак, мы довязали ряд. Значит, первая наша петля из двух ниточек. Здесь возможно два варианта. Или мы провязываем эти две петли, одну петлю провязываем, и вторая как кромочная. Тогда мы, когда считаем количество петель при наборе, учитываем их. Или второй вариант, мы эти петелечки просто распускаем. Вот таким вот образом. Как вам больше нравится. Дальше разворачиваем, вяжем изнаночный ряд. Кромочную снимаем. Дальше вяжем, допустим, по рисунку. Так, кромочная. Вот эту вот вторую ниточку мы просто обрезаем. При этом способе набора петель еще можно использовать ниточки разной толщины. Допустим, вам нужно утолщенный край сделать при наборе, тогда вы одну нитку берете более толстую, другую берете потоньше. Или, например, если у вас цветное вязание, то вы можете взять нитку одного цвета и другого цвета. Я думаю, что вам понравится такой способ набора петель, как нравится он и мне. Удачного вязания! До новых встреч!